Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Женатан. В сегодняшнем видео я хочу показать вам, как устроен мой самодельный фрезер для обработки боковых граней нашей клепки для наших дубовых бочек и как рассчитать угол боковой грани нашей клепки. Кому интересно, как вычислить количество необходимой клепки на нашу бочку, также как сделать днище, как нарезать уторный паз, как сделать обручи и процесс создания бочки от начала и до конца, заходите на канал, подписывайтесь, кто еще не подписался, и смотрите. Свой фрезер я сделал из обычной болгарки или угловой шлифмашинки. Болгарка 2 киловаттная под диск на 230 мм. В данной болгарке был сломан редуктор, но электродвигатель находится в отличном состоянии. Для того, чтобы сделать самодельный фрезер, я отрезал часть корпуса редуктора. Потом на валу электродвигателя я нарезал резьбу М10 шаг 1. Такая резьба была на патроне под цангу. Патрон был куплен отдельно от какого-то фрезера, даже не знаю от какого. Цанга диаметром 8 мм. Под данную цангу была приобретена такая вот фреза прямая с обкаточным подшипником. Все закреплено и в принципе работает уже довольно давно. Учитывая то, что длина нашего вала с патроном и с фрезой довольно значительная, и для того, чтобы исключить всевозможные вибрации и в целях безопасности, я сделал вот такую контропору. Из обычного уголка были просверлены 3 отверстия и центральное отверстие под болт, зажимающий обкаточный подшипник. В данной опоре тут было сделано отверстие, четко равняющееся диаметру обкаточного подшипника. Данное приспособление надевается на обкаточный подшипник. С другой стороны уголка были сделаны 2 продольных отверстия для того, чтобы прикреплять наше приспособление к ответному уголку, сделанному в виде небольших навесок. Для чего? Для того, чтобы можно было регулировать наклон фрезера и тем самым изменять угол, который можно придавать боковой грани нашей клепки. Для крепления нашего фрезера к столу было из куска металла сделано вот такое вот приспособление. Вырезан профиль нашего электродвигателя. И учитывая то, что на самом редукторе у нас есть вот такие вот наплывы, с помощью данного приспособления очень удобно крепить наш фрезер. То есть все довольно надежно, он никуда не денется. Были сделаны вот такие 4 проставки, которые у нас становятся вот по этим точкам. И сделана вот такая вот дополнительная пластина, которая, получается, зажимает через данные проставки наш фрезер, наш электродвигатель. И с помощью вот таких вот шпилек все это дело закрепляется к фрезерному столу. Фрезер жестко прикреплен к алюминиевой столешнице. Вот такой алюминиевый лист я использовал в качестве столешницы. И с помощью 4 шпилек фрезер жестко прикреплен под углом определенным к самой столешнице. Для регулировки оборотов я использовал вот такой вот регулятор, купленный в интернете. И я сейчас вам продемонстрирую, как изменяет обороты наш фрезер. Конструкция довольно простая, довольно надежная. Перед тем, как обрабатывать нашу клепку, нам нужно определить угол скоса боковой грани нашей клепки. Для того, чтобы найти данный угол, нам нужно знать, какое количество клепок мы будем использовать в остове нашей бочки.
В основе своих бочек я использую 21 клепку. Исходя из того, что в нашей окружности 360 градусов, мы 360 градусов делим на 21 клепку и делим еще на 2, потому что в каждой клепке есть 2 боковые грани. В результате мы получаем угол скоса нашей боковой грани, который равен 8 градусов 36 минут. Вычисленный угол я выставил на нашем угломере. Вот вы видите 8 градусов 36 минут. Сделал под это дело шаблон. С одной стороны у меня угол 8 градусов 36 минут по 21 клепку. С другой стороны у меня угол 15 градусов под 12 клепок. То есть наш шаблончик четко совпадает с нашим угломером. Точно такой угол у нас выставлен и на нашем фрезере. Изначально я использовал вот такую вот конструкцию фрезерного стола для обработки боковой грани нашей клепки. Но потом передо мной возник вопрос, как же регулировать изменяющийся угол. Количество клепок мы можем изменять, мы можем делать бочку, в которой будет меньше клепок, не 21. Для этого нам нужно регулировать угол наклона нашего фрезера. Можно было бы сделать с регулировкой на шпильках, регулировать сам фрезер, но это довольно неудобно, поэтому я принял решение сделать регулируемую столешницу. Вот я уже изготовил столешницу, которая будет примерно закреплена вот так и будет регулировать необходимый нам угол. Что из этого получится, смотрите дальше. Друзья, в двух словах, как я реализовал свой план. К алюминиевой столешнице я прикрепил дубовую рейку жестко. К ней буду крепить вот такую вот столешницу из какого-то пластика. К этой столешнице я прикрепил две такие навески. Здесь сделал два технологических отверстия для того, чтобы крепить двумя саморезами данную столешницу к нашему фрезерному столу. Вот, столешница установлена. Теперь через эти технологические отверстия я закрепляю двумя саморезами нашу регулируемую столешницу. И в результате что мы имеем? Мы имеем регулируемую столешницу нашего стола. Когда у нас пластиковая столешница опущена полностью, мы имеем, вот наш шаблон, мы имеем угол 15 градусов. Когда же мы поднимем нашу столешницу, наш шаблон будет совпадать с углом 8 градусов 36 минут. Не шаблон, а угол точнее. Таким образом, на данном фрезерном столе теперь можно фрезеровать боковые грани нашей клепки с разными углами. С углом от 8,36 градусов до 15. Также можно выставить любой промежуточный угол в этом интервале. То есть мы можем использовать от 12 клепок до 21.
Итак, я установил свою систему безопасности. Теперь фреза надежно защищена. Дальше я закрепил столешницу в положении под угол 15 градусов. В дальнейшем, возможно, сделаю регулировку столешницы под разные углы. Но сейчас, дабы не усложнять конструкцию, просто откручиваем винт, который фиксирует наш регулируемый стол. И под данный стол мы просто подставляем вот такую вот планку. Все, наш стол выставлен под угол 8 градусов 36 минут. Можно потом, регулируя толщины планок, выставить под нужные мне углы, чтобы каждый раз не крутить винты и не выставлять угол, а уже знать, что каждая планка соответствует своему углу. Так, я думаю, будет намного удобнее. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!